Напомню вам, что в Москве идет выставка, которая открылась в субботу, буквально недавно, на днях, персональная, на которую я привез довольно много работ, включая темперные работы, обнаженная модель темперы, акварелью, гуашью, но в основном это масляные картины среднего и даже такого метрового размера. Работы нужно смотреть живьем. Если есть возможность, приезжайте на выставку. Она работает ежедневно с 12 до 19 часов. Кроме понедельника. Елоховский проезд, дом 3, строение 1. Правила посещения выставки изменились в связи с вирусом. Теперь в обязательном порядке нужно записаться по этому телефону и заплатить 200 рублей. Вам назначат день и время посещения. Евгений, 45. Читая про импрессионистов, пуантилистов и фавистов, к которому принадлежал Матисс, я заметил тенденцию к тяготению больших цветовых пятен. Я обратил внимание на то, что чем меньше цветовое пятно в картине, тем меньше оно воздействует на чувства. Когда Сёра написал свою картину «Воскресный день» на острове большого размера, описал он ее мелкими, но чистыми цветовыми мазками в маленькой мастерской, где нельзя было отойти на расстояние. Но когда он ее выставил на выставку в большом зале, он заметил, что все мелкие мазки оптически слились и превратились в грязь. Думаю, отсюда идет тенденция Матисса к большим цветовым пятнам. Думаю, он это понимал. Чем больше цветовое пятно в картине, тем активнее оно воздействует на чувства. Это видно и в картинах художников Владимирской школы. Если я не прав, жду опровержения. Чувства у всех разные, Евгений. Мы все по-разному подготовлены. Для кого-то это просто крашеный кусок, а для кого-то тайна, загадка. Не каждый увидит за краской на холсте жизнь удивительную, многогранную, сводящую с ума. Но те, кто это видит, счастливые люди. Я думаю, Евгений, что в сочетании этих пятен все дело. Большое оно, маленькое, значение, может быть, не так велико, как мне представляется. Ну хорошо, на маленьком этюде. Вот смотришь работу там профессионалов высокого уровня, вообще вот 10 на 15. Но ведь за него, я не знаю, там тысячи и тысячи долларов они могут стоить, потому что сочетание этих вроде бы небольших пятен между собой таковы, что сводят от человека, перехватывает дыхание. Но опять все дело в том, что зритель подготовлен, что он просто так не перехватит дыхание. Просто глаза, просто носик, просто разговор, просто слеза капнула там, я не знаю. Но у кого-то, у одного из тысяч людей срабатывает, я не знаю, то, что и назвать словами нельзя. И два человека начинают какое-то самое неземное путешествие. Вместе, наслаждаясь, ну и так далее. Так и здесь, чтобы краска на холсте, обычная краска, превратилась в цвет, несущий настроение, переживания, ощущения, нужно постараться и художнику, и той стороне, которая смотрит. Значит, та сторона, которая смотрит, должна столько насмотреться, что выделить вот эту работу из всех, которые она прежде видела, так, чтобы ее хотелось, я не знаю, купить, повесить на стену, даже за огромные деньги. Само по себе одно пятно, другое не работает, если они не связаны друг с другом какими-то тончайшими нитями, неожиданными, новыми решениями. Но я из тех, которые любят большие, простые пятна, может быть, даже плоские. Они создают среду для работы объема в других пятнах. Климта можно посмотреть, Матисса, как это сделано удивительно. Людмила Сербина, вы задумывались, что ждет вас в далеком будущем? Или живете одним днем? Не жду ответа. Последнее время мои вопросы тонут в лето. То, что не ждете ответа, это, кстати, ответ.
Почему? Потому что это говорит о том, что вы здесь и сейчас. Вы не ждете ничего от будущего, его нет. Прошлого нет, оно уже прошло, будущего нет. Где тогда мы? Здесь. Вот то, что сейчас происходит. Бог рассмеется, если мы будем что-то делать, планировать. Планировать — это же все-таки в кавычках. То есть мы намереваемся, а как выйдет, не знаем. То есть я намереваюсь провести класс 1-5 мая и 7-11 мая. Глицинию будем писать в Гурзуфе. Записывайтесь, кстати, на класс. Есть еще немножко мест. Хотя я до сих пор никак все не размещу на сайте эту информацию. Уже практически все заполнено. Ну, заполняйтесь до конца. В Никитском ботаническом саду волшебные просто деревья глицинии. Их там много, и место замечательное. Так что поедем туда, 2 дня писать будем там, и 3 дня в Гурзуфе. 2 группы будет. Так вот, да, Людмила Сербина, живу одним днем в надежде, что завтрашний день тоже что-то принесет, он будет совершенно новым, и что-то будет, когда глицинию будем писать. Есть надежда. Но она не давлеет. Я не думаю в розовых мечтах, засыпая: ой, как я буду писать глицинию. Да зачем мне это нужно, тратить свое время на эти мечты? Мне сейчас интересно столько всего, не успеваю. В течение дня столько всего интересного происходит, что зачем мне тратить энергию на какие-то воспоминания или мечты? Ну что, я сумасшедший, что ли? Ну да, сумасшедший, которому интересно то, что происходит сейчас. Андрей, расскажите в 2 словах, как вы работаете при электрическом свете. Постоянно сталкиваюсь с проблемой, когда при искусственном свете работа выглядит приемлемо, а когда смотришь на следующий день при естественном свете, выглядит крашено и не гармонично. Я понимаю, что здесь ключ в теплохолодности лампочек, ну, конечно, но пробовал и холодный свет, и теплый, и даже смешивал источники света. Но все равно разница с дневным светом довольно большая. Ну, конечно, есть. Надо подбирать такие лампы для типографии. Вы сходите в профессиональный магазин по продаже светильников и скажите: я так сделал. Мне нужны светильники, максимально точно передающие естественный свет. Ну или в интернете такую задачу поставить. Я не запоминаю, какие цифры на лампочках. Есть же нейтральные, есть холодные. Я, по-моему, холодные покупал. И главное, чтобы пространство было, ну, высокий потолок, конечно, желательно. И такой мягкий рассеянный свет был, чтобы он не жесткий был на холсте. Очень тяжело тогда писать. И важно, чтобы было много света. Ведь когда мы едем днем на машине и заезжаем, например, в туннель, то все равно кажется, что там очень тускло, а вечером очень ярко. Да? То есть сила света, вообще потока света, в естественном случае она больше, мощнее, чем вот вечерние тусклые лампочки. Их нужно все-таки много. Мне кажется, Андрей, нужно пробовать. Но все же я холодные покупал, я помню, светильники светодиодные. И я даже вот эти лампочки повесил плоские и вешал такие вот, ну, как простыню, да, чтобы это было рассеяно. Но когда их сделал побольше, то отказался от этой простыни. И меня, в общем, удовлетворяет. 42-й урок я записывал на академические дачи имени Репина. Зимний мотив. «Мягкая зима» он называется. Писать зимой — это всегда удовольствие. Тем более, когда действительно легкий морозец. Ну, там градуса 3, 4, 5. И самая большая награда, когда солнечный день. Нам повезло. Я проводил класс на академичке и записал этот урок. Мотив простой. Дело потихонечку к вечеру. Состояние такое, когда в небе появляется желтизна, и найти отношение неба к лучу солнца на снегу, сравнить тональное отношение снега в тени, в полутени с небом, в светлых его местах и в полутеневых местах, задача не из легких. Вроде бы просто,
Деревья на заднем плане, деревья на переднем, домик, Репино. О том, как ведется работа, как выстраивать эти отношения, этот урок. Как не впасть в детали, как обобщать, как мыслить целостно. Я думаю, что он будет вам полезен. 42-й урок. Мягкая зима.